С тех пор, как первые свитки древних пророков начали переходить из рук в руки, а огонь лампад освещал грубые каменные залы, где переписчики сидели ночами шепотом, повторяя строки, которые должны были жить вечно, существует легенда о том, что Библия — книга, нетронутая временем. Но мало кто знает, что именно в эти ночи, под шелест пергамента и тяжелое дыхание тех, кто боялся допустить ошибку, зарождалась традиция, которая потом стала самой тщательно скрываемой тайной Святого Престола — традиция корректировать Слово Божье. В начале христианской эры текстов было много, настолько много, что только самые преданные ученики вообще могли ориентироваться в том, что считалось истинным, а что — просто трактовкой. Гностические Евангелия, послания неизвестных авторов, фрагменты учений, записанные людьми, которые могли слышать Иисуса лично — все это составляло огромный хаос. И когда власть Рима столкнулась с растущей популярностью новой религии, возникла необходимость этот хаос упорядочить, причем не с духовной целью, а с глубоко политической. Религия должна была укреплять власть, а не разрушать ее. Именно тогда началась первая волна сокращений. На соборе в Лаодикии, где впервые заговорили о том, что нельзя допускать народ к чтению неподтвержденных текстов, появились первые списки неудобных книг. Их не запрещали открыто, их просто переставали переписывать. А если книга перестает переписываться, она исчезает. Ватикан веками пользовался этим методом. Выживать позволяли только тому, что соответствовало официальной догме. Но реальная работа начиналась не на соборах, а в тени библиотек. Скрипторы получали указания пропускать определенные фрагменты, корректировать формулировки, а иногда добавлять нужные акценты. Например, историки давно замечают, что ранние рукописи описывают Христа как учителя, равного людям, а не как божественного царя. Это было опасно. Если Христос — учитель, то церковь не нужна как посредник между человеком и Богом. А если он — Бог, то вся структура власти получает идеальное оправдание. Именно поэтому в поздних версиях усиливали его чудеса, подчеркивали авторитет, убирали моменты, где он спорил или сомневался. Особенно тщательно корректировались эпизоды, связанные с женщинами. Мария Магдалина в ранних источниках названа той, кто понимала учителя лучше всех, и даже апостолом апостолов, но в каноническом варианте ее сделали покаянной блудницей неудобные тексты о том, что она могла быть одним из духовных лидеров ранней общины, вымарывались полностью. Это касалось и Евангелия от Филиппа, где упоминалась ее особая близость к Иисусу, и Евангелия от Марии, текста, который практически стерли из истории, оставив от него всего несколько страниц. Сокращали все, что могло дать женщинам право на духовное руководство. А где дело касалось власти, вмешательства были куда более грубыми. Например, в некоторых древних текстах Иуда не предатель, а тот, кто исполняет поручение Иисуса, зная, что только так сбудутся пророчества. Такой Иуда разрушал тысячелетний миф о главном злодее, поэтому его Евангелие было объявлено еретическим. Книги, рассказывающие, что Христос смеялся над теми, кто считал смерть реальной, были объявлены сатанинскими, потому что такие идеи ставили под угрозу представления о наказании и страхе Божьем, которые были важнейшими инструментами влияния. Но самый интересный этап начался, когда церковь решила не просто корректировать тексты, но и подменять их новые смыслы. Так возникла концепция непорочного зачатия, которой нет в ранних текстах. Идея, что Мария — вечная дева, хотя в Евангелиях упоминались братья Иисуса. Легенда о том, что апостолы никогда не спорили, хотя ранние общины были раздираемы разногласиями. На Никейском соборе 325 года не просто обсуждали догматы, там решали, каким должен быть Христос.
Дискуссии были настолько ожесточенными, что некоторые епископы уходили оттуда избитыми, но в итоге победила версия, где Иисус одновременно Бог и человек. Это не было откровением, это была политическая победа одной партии над другой. Строки, не соответствующие новой доктрине, после собора начали исчезать. Особенно сильно страдали те, где Христос говорит, что «вы все дети Божьи и сможете сделать больше меня». Власть не могла позволить людям поверить, что они равны Сыну Божьему. Такой народ трудно контролировать. Когда Рим пал и церковь стала единственной мощной структурой в Западной Европе, процесс редактирования только усилился. Монастыри стали фабриками переписывания, но не все тексты получали одинаковое отношение. Если рукопись содержала что-то неудобное, например, намеки на реинкарнацию, которую из раннего христианства потом полностью вырезали, или слова Христа о том, что богатство — препятствие к духовному развитию, ее редактировали так, чтобы эти мысли звучали мягче или вовсе исчезали. Когда в средние века возникло движение катаров, исповедующие идеи, близкие к раннему христианству, церковь объявила их еретиками и вырезала регион целиком. И это было не только религиозное преследование. Катары хранили тексты, которые могли показать миру другую версию христианства, менее жестокую, менее иерархичную. Во время взятия Монсегюра инквизиторы искали только одно — книгу света, рукопись, которая могла разрушить каноническую Библию. Говорят, что ее успели вынести за стены замка буквально за день до капитуляции, и если она когда-нибудь найдется, может оказаться, что многие вечные истины были просто редакторскими вставками. Но и это еще не все. Когда началась эпоха переводов, церковь столкнулась с новой угрозой. Тексты стали понятны обычным людям. Переводчики вроде Тиндейла или Яна Гуса пытались объяснять оригинальные значения древнееврейских слов, показывая, что некоторые фразы были неправильно поняты. И что делала церковь? Их сжигали за неверные трактовки. Но самое странное, после их казни многие неверные трактовки вдруг появлялись в официальных переводах, как будто их идеи были правильными, но время было выбрано неудачно. За века Библия пережила сотни редакций, а каждая новая версия все дальше отодвигалась от оригинала. Что-то добавляли, что-то корректировали, что-то заменяли на более удобные формулировки. Церковь утверждала, что делает это во имя истины. Но истина ли то, что возникает в результате множества правок, комитетов, голосований и политических решений? Сегодня археологи находят все новые фрагменты: кумранские рукописи, коптские свитки, фрагменты греческих Евангелий, и чем больше находок, тем яснее становится. Библия, в том виде, в каком ее знает современный мир, не монолит, а тщательно собранная мозаика, где половину камней заменили на новые, а остальные повернули другой стороной. И где каждый раз, когда появлялся новый фрагмент оригинальной картины, кто-то в Ватикане решал, показать его миру или снова спрятать в глубинах секретных архивов. И если когда-нибудь все фрагменты будут собраны вместе, возможно, окажется, что настоящая история христианства вообще не похожа на ту, что веками рассказывали людям. Но, как говорят некоторые исследователи, именно этого и боится церковь. Не конца света, не антихриста, а конца контроля над тем, что люди считают истиной. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.